Здравствуйте! Продолжаю показывать бумагу, которую я пользую в работе. Отнюдь не всегда это что-то фирменное и художественное. Это картон для творчества. Я его покупала на Алиэкспресс. На нем интересно работать, потому что он рыхлый, но не настолько, как акварельная бумага. Мягко по нему растекается гуашь. Можно делать детализацию. Я люблю цвет крафт бумаги, он помогает в живописи. Это по той же бумаге я себе такую историю про кошку нарисовала. Хочу сравнить с другой работой, более ранней, по фактурной бумаге для смешанных техник. На этой бумаге есть такие полоски фактурные. Я рассказывала о ней в прошлом моем видео. А здесь посмотрите, как оно мягко легло. Есть все-таки разница большая. Иллюстраторы предпочитают гладкую бумагу, потому что при сканировании не видно фактуры. Она не мешает. А живописцы вольны поступать, как им хочется. Вот следующий скетчбук. Здесь плотная фактурная бумага, похожа на акварельную, но вела она себя не как акварельная, а больше как бумага для рисунка. Бумагу после использования не повело, довольно-таки хорошо сохранила свою форму. Я писала здесь гуашью, сверху масляной пастелью, карандашами. Такой пейзаж по памяти после прогулки. Эту работу я люблю. Видно хорошо здесь фактуру бумаги. У меня есть такой скетчбук, который я использовала не по назначению. Это для рисунка. Здесь тонкая бумага 100 грамм на квадратный метр. У меня оставался свободный скетчбук. Вот я его использовала на портреты, там, где нужно много бумаги. Бумагу повело сильно, чего следовало ожидать. Со своей прямой функцией, работой с сухими материалами, эта бумага справлялась очень плохо. Этот скетчбук я покупала на Амазоне. Мне нужна была крафт-бумага, а она оказалась очень-очень скользкая. Для рисунка вообще никак не подходит. Плотность у бумаги неплохая, 175 грамм. Вполне справляется с влажными техниками, широкой кистью. Годна для детализации. Покажу мелкие фактуры. В общем-то, можно прям маленькие работы по ней писать. Хочу показать, как бумага на обратной стороне выглядит. Нормально вполне. Но иногда я проглаживала утюгом сзади, когда очень она шла волнами. А здесь простой вариант бумаги, который у всех найдется. Вот этот скетчбук я составляла из разной бумаги. Как я его собирала, у меня есть отдельное видео. Ой, я вижу, как прошел насквозь розовый краситель гуаши, который я сама делала. Это была сухая пастель, раздробленная и перемешанная со связующим для гуаши. Да, бывают неприятные сюрпризы моих экспериментов по истечению времени. Ну что поделать. Это тоже самодельный скетчбук, но здесь бумага самая простая, 240 грамм, альбомный лист. Вот такой, как для школьников. Бумага не художественная, и я не претендую на то, чтобы хранить 200 лет эти работы. Самая обычная бумага. Есть она везде. По-разному называется, но везде там от 200 до 250 грамм. При использовании эту бумагу я грунтую или гуашью, или грунтом специально. Видите, ее почти не ведет. Эти пару работ тоже по ватману. Масляная краска, сухая кисть. Бумага со своей задачей справляется, ничего не промаслилось насквозь. Хочу подвести итог.
последних 3 видео. Писать можно на всем, на чем вы пожелаете писать. Только в процессе вы можете понять, чего вам не хватает, или бумага не позволяет прорабатывать детали, или разливать достаточно воды. Может быть, вы работаете слоями, и вам нужно снимать эти слои мастихином. Экспериментируйте. Спасибо, что были со мной. Поставьте лайк, напишите сообщение. До свидания.